привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры с сайта AliExpress. И сегодня в основном вся фурнитура будет из нержавеющей стали. Это один магазин. Сейчас посмотрим, что я купила. Это скуфейки или колоды, кто как называет. 40 штук идет в комплекте. Так как я такие уже покупала с покрытием золотым и успешно применяю в украшениях, ставлю на окончание бус, смотрится отлично. И здесь можно прикрепить уже в эти петельки любую застежку, какая вам нужна. 4 на 7 миллиметров. Кто еще не знает про такие, здесь есть отверстие вот снизу. Проводим тросик в это отверстие. Крепим здесь кримпы. Один, наверное, можно и два, если маленький. Проводим обратно потом тросик и закрываем вот такую шапочку. Закрываем. Кримп остается внутри. И уже за петельки мы крепим крепление. Хорошее качество. Вот я чувствую, что металл крепкий. Не так уж легко согнуть. И 40 штук только в упаковке, 4 на 7 миллиметров. Так, следующее это пины. Пины с головкой, с шариком, 50 штук, 4 сантиметра длиной и 0,7 миллиметра толщиной. Мне интересно было, как они будут сгибаться. Интересно просто, прочные, тугие или нет. Вот проходит хорошо, толстенькие. Ну да, бусинку хорошо проходят. Ну вот. Закручивать я сейчас не буду, так как их очень мало в комплекте. Жалко. И вот несколько пинов идет. Посмотрите, немного кривые, но это можно выпрямить, я думаю. Легко вот можно руками поправить. Но не совсем прямо они гнутся, как вот есть дешевые, да? Вот так вот я и выпрямила. Можно руками. Но не совсем они мягкие, как бывают. Раз и согнули. Немного есть твердость. Металл хороший. И, ну и цвет, конечно, тоже хороший. И эти тоже штифты 4 сантиметра. Цвет замечательный какой. Буду, когда работать с ними, конечно, буду вам показывать, как они будут вести себя в работе и как они будут сгибаться. Посмотрим. Я думаю, будет все хорошо. Вот такие трубочки. Я уже их показывала и делала украшения с такими трубочками. Очень они мне понравились. И решила еще купить, так как украшения смотрятся и можно как бейл применять. Здесь можно плести другой бейл из бисера. Можно просто придумать застежку, надевать. Ну, а вы видели уже, какие украшения я делала с такими трубочками. Трубочка 4 сантиметра. И отверстие здесь 0,5 миллиметров. Спокойно закрывается шапочками. И качество великолепное. Цвет приятный. Посмотрите, какой. Я оставлю фотографию или ссылку на украшения, кто еще не видел мои украшения с такими трубочками. Посмотрите. Это карабинчики. Посмотрите, какой цвет красивый. Я уже в серебре и в черном цвете покупала. Мне очень нравятся они. Они легко, хорошо открываются. И качество супер у них. Есть в разных цветах и размеры разные. Очень удобно в руках держать. И здесь можно толщину любую, колечко надеть сюда. Хорошее качество. Посмотрите, какая красота. 15 на 8 миллиметров. Это, по-моему, самые большие. Больше не было. 20 штук идет вот в наборе. Качество хорошее. Нравится мне.
И вот такие карабинчики очень понравились. 21 миллиметр на 11 миллиметров. Хороший цвет, и все хорошо работают, хорошо раскрываются. Здесь можно, сейчас я возьму цепочку, попробуем. Хорошо проходит в отверстие. Вот даже цепочка у меня из нержавеющей стали я достала. И так можно надеть, и не нужен карабинчик, и у вас уже вот такое крепление. Тон в тон. Посмотрите, как здорово смотрится, да, и здесь фактура звеньев подходит к креплению, очень даже красиво смотрится. Но я и покупала для того, чтобы применять с такой цепочкой. Цепочка мне это тоже очень нравится. И все хорошо раскрываются, все работают, посмотрите. Ну и размеры, как я говорила, можно выбрать разные. Хорошее качество. Под серебро я уже брала в цвете серебра. Так что теперь есть у меня и под золото. Так, следующее. Это я брала уже в другом магазине почему-то. Здесь 50 штук, я не буду раскрывать. Это тоже колоты, ну или обжимные бусинки. Я достану одну такую, точно такой же размер, как и под золото, в золотом цвете. Да, точно такой, только вот цвет другой. Хороший цвет. Эти чуть-чуть мягче, мне кажется, да, чем золотые были. Ну, я думаю, ничего страшного. Так, ну а это уже обжимные бусинки круглой формы, 4 миллиметра. И в наборе 50 штук. Тоже нержавеющая сталь. Когда делаем с серебром что-то, какие-нибудь бусы, я уже брала отсюда и крепила. Очень хорошие обжимные бусинки и прочные. Понравились, вот хорошего качества. Посмотрите, если вам надо. Это подвески для сережек. 4 штучки в комплекте, ну, 2 пары сережек. Здесь крепление к швензе, и можно здесь подвеску сделать любую с петелькой 3,8 миллиметра, ну а здесь 2 сантиметра. Я брала их для сережек именно, которые я делаю бисером, подвески из бисера. Или можно здесь даже бусинки прикрепить. Здесь бусинку и здесь бусинки как-нибудь сделать. Красиво можно придумать, обыграть. Сейчас я покажу, что я имела в виду, как я вот делаю из таких деталей серьги. Ну, вот для этого я и брала. Здесь можно уже швензу прикрепить. Здесь просто треугольники из нержавеющей стали. И я креплю вот так вот бисерные серьги. Вот, для таких целей я и брала. Но они длинные, совсем длинные будут серьги. Ну, можно и бусинки здесь прикрепить, тоже будет неплохо. Ну, а здесь можно и на цепочке что-то подвесить. Вариантов много. Главное, чтобы наша фантазия не подводила. Вот такие вот подвесочки. И еще приобрела вот такие, как написано, это серьги-штанги для пирсинга. Продаются они по одной штуке. И я взяла 2 серьги. Не знаю, я, конечно, брала их не для таких целей делать пирсинг. Нет, конечно. С одной стороны кубик откручивается. Цвет потрясающий, как золото настоящее. И здесь длина 21 миллиметр самой палочки. И кубик 5 миллиметров. Я их подумала, как крепить. Чтобы соединять тоже можно цепочку. Например, вот берем 2 цепочки, соединяем, закручиваем. И такое тоже может быть крепление, да? Или впереди подвесить.
Здесь можно придумать кулон съемный. Были, по-моему, и подлиннее такие, и покороче. Здесь можно подвесочки прикрепить разные. Ну и можно придумать. Что-то придумать можно. Такие вот интересные. Я не знаю, как их вставляют, делают пирсинг. Я брала для других целей. Конечно, для украшений. Вот такие интересные, как застежки. Мне они понравились. Можно даже, я думаю, если какой-нибудь кардиган вязаный, чтобы вместо пуговиц, например, пуговиц нету, можно соединить вот таким элементом, как брошечка. Купила вот такой гематит и белого, и желтого цвета. Это цвет КС, а это под серебро. И я очень довольна. Бусинки 8 миллиметров, хорошего качества, по-моему, 1 миллиметр толщина. Я не сказала бы, что внутри плохой прокрас, но это все у нас закрывается бусинками. Я брала для плоских бусин, чтобы проставлять такие бусинки. Отличное качество, мне понравились. И золотые, посмотрите, какие. Есть другой цвет золота, но я выбрала КС. Он более такой с розовым оттенком, не ярко-желтый. И я уже вот эти бусинки ставила в украшение. Очень красиво смотрятся. 8 миллиметров, можно и поменьше выбрать. Бусинки были, по-моему, и 4, и 6 миллиметров. И на ниточке 380 штук. Очень хорошее качество, мне понравилось. Тяжеленькие. Думаю, на долго хватит. Они маленькие, тоненькие, то есть в украшение где-нибудь проставить. Ой, вот, раскрылись. Вот такие хорошенькие. Я довольна такими бусинками. Вот такая у меня была сегодня, на мой взгляд, интересная распаковка. Если вам что-то понравилось, я всегда оставляю ссылки под видео. Заходите, смотрите, выбирайте. Напишите комментарий. Мне интересно ваше мнение, как всегда. Или поставьте цветочек. Это всегда дает развитию канала. Чем больше комментариев, тем лучше. Но в данный момент, как вы знаете, монетизации нет у нас на канале в России. И я вас призываю переходить на Яндекс.Дзен, подписываться, пишите комментарии, ставьте пальчики. Это способствует развитию канала. Я вам очень благодарна, кто пишет мне комментарии, ставит цветочки, пальчики. Всем большое спасибо. Ну и не забываем подписываться на канал. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.